Мне не нравится жить в городе. Ну вот я дошел до такой точки, до такого уровня, что мне не нравится жить в городе. Хоть большой город, хоть маленький городок. А здесь мне нравится, я нашел свое место. Вот это место мне по душе, и мне здесь хорошо. Каждый человек, конечно, ищет всю жизнь свое место. Кто-то находит, кто-то не находит. Ну. Ну вот, это с какого года вы здесь? Ну, из 2012. Вот уже как бы регулярно, да? Здесь? Нет, в 2012 мы только сюда приехали, как сказать, познакомились с жителями, приняли решение, что останемся здесь. Вот. Ну и начали строительство, конечно, на чистом поле здесь останемся. Начали строительство, все. А это дождь? До меня вообще ни капельки не упал. Сначала баню поставили, потому что она быстрее всего. Потом дом дольше всего ставили. Ну, сарай, так все. Вот. Стали обживаться хозяйством. Ну что ты такой жадный? Жадина я! Нет, нет, мам! Ничего ему не давай. Ну-ка, отойди, чуть-чуть. Басюшка, спасибо. Это не тебе. А чтобы крышу-то поднять, да вот так высоко, приезжали специальные машины? Да. Строились. Где-то, наверное... вот, наверное, Ленька, когда родился в 18-м, тогда уже, ну, скажем так, в доме уже можно было жить. Сергей меня зовут. В миру был Сергей Иванович. А мне ничего не налили. Ой, сейчас тебе налью. Тимка сейчас еще должен принести. Я ему сказала, чтобы он принес. Тебе с медом? Нет, сейчас вот подоят корову, они пойдут у курочек яички собирать. Вот. Таня любит. Вообще лучше здоровый образ жизни вести всегда. Так, ну, меня зовут Ирина. Мы сюда приехали из Пензы. Приехали отдохнуть, уйти от городской суеты. А вот здесь растения. Это раньше были дома, росли, а теперь мы их посадили. Вот это больше, а вот это меньше. Здесь сразу видно, вот это колыши больше, а здесь меньше. Это просто, это есть такая Варя. Да, нам хотелось отдохнуть от цивилизации, потому что город на нас обоих уже давил, уже невыносимо было жить. Хотелось вырваться куда-нибудь, хоть куда-нибудь. Вот. У нас кот есть, собака есть. Где она? Вот она с мамой сейчас. Эх, и зверь. Садовая. Сколько пуха. Кар-кар, ворон. А может где-то другая птичка это каркала? Ай. Давай, я как подмогу.
Так, вот тут я вижу ягодку. Куда пошла? А тут-то какая красная ягода. Ягоду съели муравьи? Да, и такое бывает. И вылезут. Мама, скажи ему, если они слушают мою песню, которую я сказала ему. Да, надо на одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Видишь, какая большая? Держи. А мы ягодку беру. Но. Третью помещаю, четвертая мерещится. Стой. Да нет, ты ковбой, чего? Чего тебе? Там ягодка была. А еще что вы даете на ягодке? Большие какие у меня тут. У меня тоже. Титаны. Во, большая. А где вторая? Вторая вот вообще Титан прям. А и видишь, я Да их не перечислить, они сплошные. в школе Это самосев. Это выросли, грубо говоря, их никто не высаживал. Вот, это краешек. Просто сам, во-первых, воздух. Из-за того, что сосны. Вот, внешний вид. Ну, конечно, еще играет Ну роль что, еще и рельеф. Пошлите гадик смотреть. Так. А в Давай лес за мы мной ходим будем искать своего брата. за грибами, иной раз за ягодами, иной раз за шишками, когда сезон. Ох ты ж. Леса, есть лес загущенный, молодой, который вот поднялся, то его никто не прореживал. И брат Вот, там, твоего конечно, найдем. гулять тяжело, но зато рыжики. Рыжики там ковром. Вообще. Чего хочешь, то и делаешь. Никто над тобой не стоит начальником. Ну, кроме меня, конечно. Ну, понятно. И дальше развиваешь себя. Либо огородничество, либо ягодники, сад. Это вот чисто вот если по растениеводству. Кто животных на животных? Пчелы, пчеловодство. То есть вот так. А наша собака с моей мамой ушла на дальний огород. Охрана. Вот он, бежит, Мой бежит, красавец, Барс, пришел Барс. И еще и сразу... Я не понял, кто хозяин. Барсюхин. Так, Барс, ну давай рассказывай, где ты хозяйку бросил. Барсюхин. Вот. Ну, задача не сложная. Я делаю несложную задачу. Даже прямо 5 плюс 4, 25, 26, 27, Ой. 28, 29. Идет. Это видео, что у нас что? Это что, человека? 41. Че? После 40 идет 41. А потом? 42, Ну да, 43, 43, 44, 40, 500. 40, 500? 45. После 40 идет 500. 45. Не может быть такого. 45. 40 и 100. Барс собака дружелюбная. А в Пэтсоне такое смешное задание. Что ли я, что ли сам мне ключ уроди в колодец. А там снизу намного лучше родится-то урожай? Да, да. Получше, да? Ну там вся земля годами наваживалась. Там же деревенские огороды. Ну вот какая земля, да? И вот она сколько держит, да, вот это вот? Я думаю, она десятилетиями. Вдоль всей улицы дома, а туда раскинулись огороды.
Сейчас все там очень много заброшенных участков, ну обрушенные дома же. Ну отсюда не видно, обрушенные были еще заборчики. Отсюда не видно. Ну вот, грубо говоря, вот стоит дом. От него метров 30, наверное, может быть 40. И это была граница огорода. Вот. Ну а вообще сейчас здесь сколько человек живет вот так? 7-8 семей. Ну семьи-то тоже все разные. Например, 2 пенсионера, да, это же тоже семья. Да. Ну огородик нет содержит. Еще какой роскошный. А сад у них какой роскошный. Таких мичурных еще поискать. Ирина говорила, здесь есть желающие еще приехать сюда. Желающие, они как бы появляются время от времени, но у всех же обстоятельства какие-то. Все же взвешивают все это дело. Надо решиться. Да. Не каждый решится. Да, решится. Там же эти людей ведь по месту держат совершенно разные могут быть эти обстоятельства. История этого села очень богатая. Очень богатая история. Ну а сейчас уже нет ничего. Там за речкой, это у них, по-моему, улица даже называлась Фабричная. Делали из глины. Тут куча попадается этих обломков глиняных, черепушек от горшков. Вот это они все делали здесь. Из какой глины, не знаю. Где, в каком карьере ее брали. То есть это не та глина, которая вот здесь. Она немножко другая. Уклад жизни был другой. Я уж не говорю про царские времена, я про них ничего не знаю. А вот в Советском Союзе, в колхозном, так сказать, этом порядке, был клуб со всеми, так сказать, мероприятиями. Вот. Клуб, школа. Люди жили таким укладом. Вот 2 домика стоят, скажем так, в неплохом состоянии, да, небольшие домики. В каждом, ну, примерно 25 квадратных метров дом. На этой территории стояла печка, по крайней мере, да. И в одном доме, вот чтобы не соврать, было 5 детей. Родители жили, у них было 5 детей, а в соседнем было 8. Вот и думай, как они размещались там, да? На 25 квадратных метрах. Ну, факт. Вот, так что сейчас уклад другой. Ну, сейчас все другое, конечно, да. Я в кепке. Это все я скрывать. Смотрим. Мама, я умею скрывать. Чтобы скрыть, как скучно. Вон там все. Пожалуйста. Вон здесь смотри. Пожалуйста. Видишь, сгустки масла. Дальше переливаем его. Дальше мы будем его от воды и от белка Кому еще можно? промывать. Кому можно? Можно. Пусть немножко охладится. Кто его родил и белый крокодил? Это водяное
это котел. Дом срублен 9 метров на 11 метров. Бревно цельное, конечно, здесь. Дом стоит на дубовых столбах, которые вкопаны на глубину промерзания, все как положено. Вот. Думали, какой сделать цоколь. Вот есть и видно здесь. Это глиночурка, то есть это сосновые, просто обыкновенные дрова сосновые, положенные на глину. Толщиной полметра, ну, внутри, естественно, заваленка земляная еще. Вот такой цоколь. Фундамента как такового нет, просто стоят столбы где-то через 1,5 метра. Вот, ну а все остальные элементы, там крыши и все прочее, это уже вот это, все такое современный материал. Да, металл. Внутри, значит, сруб 4 стенок, не 5 стенок, ничего. Внутри перегородок нет вообще никаких. И они и не рубились, и потом не делались. Ну, это зайдем внутрь, там будет видно. Вот, строился дом своими руками, очень долго, помогали друзья. Вот, но фактически все своими руками. Вот. Интересно. Какой корпус у самолета? Все синее. Синяя-пресиняя. Синяя. Синяя. Интересно, какой цвет проперил? Так, Тим, я сейчас тогда насыплю корове. Какого цвета? Красный. И хвост. Красный. А как вы вот здесь оказались в 2012 году? Да мы ездили до этого времени по разным местам, искали место, где можно осесть. Вот и здесь осели. Ну, именно какое место должно было быть? Ну вот, чтобы отозвалось как-то вот. Я родилась в военном городке, и у нас там много сосен. Поэтому мне хотелось, вот, чтобы сосен было много. Такой вот запах, хвои, чтобы был. Вот. Ирга, это помню с детства, как мы постоянно ее ели. Поэтому вот все, что вот какие-то такие моменты. Сюда приехали, здесь как-то как затишье, как будто ты как вот попал в какое-то вот место защищенное. Ну вот по таким вот ощущениям. Люди познакомились хорошие, ну и решили здесь осесть. И хотелось пространства, потому что какая бы квартира благоустроена ни была, она вот маленькая. Хотелось вот пойти туда, сюда, чтобы это никто тебе не мешал. И ты делаешь все это в удовольствие, потому что, ну вот, огород прополоть, чтобы получить овощи для себя. Это совсем другое дело, когда ты на той же какой-нибудь агроферме работаешь за деньги. Это совершенно другое отношение даже к самой работе. Где-то в 80-х годах здесь многие стали уходить. Взгляды у нас похожие, отношения похожие. Мы дружились, друг другу помогаем. У нас здесь живут, скажем так, нас соединилось 9 семей. Но из них еще, вот, которые построились, это 6 семей. Построились что значит? Ну, построились, которые могут жить. Почему они
вон. Ну, пусть он. Сюда дядя Миша приехал. Да, держись. Работа. Я не болтун. Я не сказала, что болтон. Я сказала, где-то здесь работает. Чего я такой? Не знаю. Мам, я вообще вот с этой синенькой на такую высоту Давай. залезу. А тут нельзя лазить. Молодец! И там же как забираешься, так же слезаем. Вот, это хорошо. Папа, надо выбираться из этой дурацкой травы. Папа, а ты посмотри, как он косит, он косит. Говорит, что я лежал в тебя, а он... Купаться! Чуть-чуть, только чуть-чуть. Да, снимаем. Болели? Чтобы не заболели, да. Ну, И смотри, придем, это чаю идет. с медом будем пить. Мама, помнишь, как мы даже трусы замочили? Вот в этот раз не мочите, пожалуйста. Пап, знаешь, я хочу проверить, какая водичка ручкой. Ой, сейчас Ванька шлепнется. Нет, держись. Сильнее воды. Бабушка успела. Садись на собаку. Он вывезет тебя. Внутрь входит. А у нас надо доделывать. Руль, знаешь, какой тугой. Родник у нас целебный. Долгожители здесь всегда жили. Вот. Состав, правда, никто не проверял никогда, но вода вкусная. Вода вкусная, все берут. И всю жизнь, вот сколько и в советские времена, всю жизнь этот родник был. Вот. Он был основной родник. Хотя колодцы в деревне тоже были, но родник он пользовался отдельным таким уважением. Мы, соответственно, лет, не помню, сколько назад, замкнули его. Он просто тек. Замкнули его в срубик. Никакой трубы не течет, а уже из сруба там идет накопление. Уже сделали уже из него вывод. Уже скоро июля, он нормально с двух идет трубка. Первая причина, мы устали от городской суеты, а во-вторых, посмотрите на детей, они от компьютеров, от телефонов, ну никак. Их вытаскивать цепями надо. Ну вот. Привязывать как коров.
Поэтому, а здесь вон они бегают, прыгают, узнают мир, радуются каждому дню. У хоккеистов, особенно у комментаторов, есть такой термин «накушались». Это Да. вот первый период, вот эти все пятерки на лед выходят, меняются, бегут, второй период. И вот в середине третьего комментатор уже там говорит, все, накушались. Они уже, единицы из них уже бегают, остальные еле ноги волочат. Да, Вот это да. из той серии. А вон давай черную курочку снись, посфотографируй. Да. Ну иди ко мне, мой хорошенький. Пас! В другую сторону. Лень, от головы. Ну вот так собак всегда чешут, вот так вот. Называется по шерстке. Не против шерстки, а по шерстке. Вот. Руки. Руками не хватай. Почему мокрый? Потому что с неба дождь капал. Небольшой, но он все-таки был. Шерстка у него горячая. А Никольск, кстати, хороший город. Тихий, спокойный, люди хорошие. Там более размеренный такой уклад. Мы сначала из Пензы сюда ездили, то есть это место нашли. А потом поняли, что из Пензы это далеко нам ездить. И обосновались в Никольске. Мне не нравится жить в городе. Ну вот я дошел до такой точки, до такого уровня, что мне не нравится жить в городе. Хоть большой город, хоть маленький городок. А здесь мне нравится, я нашел свое место. Вот это место мне по душе, и мне здесь хорошо. Каждый человек, конечно, ищет всю жизнь свое место. Кто-то находит, кто-то не находит. Ну, дорогу осилит идущий. Ну вот когда косой помашешь несколько часов, потом до кресла доплетешься и поймешь, что в жизни есть удовольствие. Хозяйник мой.